Привет, фанаты BTS. Что на самом деле произошло в Лос-Анджелесе между Чингуком из BTS и Билли Айлиш? Это просто пересечение двух мировых звезд, или за слухами и безумными теориями фанатов, заполонившими интернет, скрывается нечто более глубокое? Читайте дальше, и не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы узнать эксклюзивную историю, которую больше никто не осмелится рассказать. Представьте себе, два самых культовых артиста этого поколения, один из Южной Кореи, другой из Лос-Анджелеса, внезапно оказываются замечены в одном городе, с разницей всего в несколько часов, возможно, в одном здании. Что это значит? Совпадение? Или за кулисами Лос-Анджелеса разворачивается нечто более глубокое, неожиданное? На этой неделе Лос-Анджелес был не просто мировой столицей развлечений. Он стал центром сенсационных домыслов, сюрпризов и слухов, когда Чингук, Золотой Магнит и Билли Айлиш, загадочный музыкальный гений, шокировали интернет своими параллельными появлениями. Подтверждения не было, только домыслы, но именно это и делало ситуацию еще более безумной. Перешептывания начались, когда Чингука заметили пребывающим в частную студию в Западном Голливуде. Одетый во все черное, с аурой спокойствия и напряженности, он привлек внимание нескольких счастливчиков. Фотосъемка была запрещена, но один человек поклялся, что его встретила группа американских продюсеров, знакомые лица, часто участвующие в трансконтинентальных хитах. Несколько часов спустя Билли Айлиш была замечена входящей в то же место. Непринужденная, но безошибочно узнаваемая Билли. Она не произнесла ни слова, лишь едва заметно улыбнулась фотографам, которым посчастливилось там оказаться. И это было начало. Начало взрыва хэштегов вроде «Решетка Юнкак Билли Целап» и «Решетка Ленка Урнтер», которые возглавили мировые тренды на 48 часов. Поклонники сошли с ума. Появилось множество предположений: тайный дуэт, музыкальный клип, визуальный проект. Некоторые даже клялись, что это начало новой эры, слияния восточной и западной музыки. Один фанат написал в X, ранее в Twitter: «Если это настоящее музыкальное сотрудничество, я сейчас расплачусь». Завораживающий голос Билли и проникновенный тон Чингука? Хватит нам морочить голову. Другой добавил: они оба слишком тихие. Значит, что-то грядет. Это не репетиция. Это не просто безумная теория. Некоторые даже подозревали, что эта встреча была более личной. Романтической? Скорее всего, нет. Но это не помешало интернету анализировать каждый их кадр, наряд и микровыражение. Почему фанаты сходили с ума от нескольких размытых снимков? Потому что Чингук и Билли Айлиш не просто певцы. Они — символы свободы, бунтарства и творческой целостности. Они из разных миров, но их опыт отражает друг друга: юная слава, глобальное давление, бесконечные ожидания и смелость бросать вызов нормам индустрии. Несколько источников в музыкальной среде Лос-Анджелеса шептали, что эта встреча не была случайностью. Была запланирована встреча корейских и американских продюсеров. Имена не назывались, но когда источник спросил, замешаны ли Билли и Чингук, они просто ответили без комментариев, а затем улыбнулись и ушли. Этого было достаточно, чтобы детективы TikTok запаниковали и начали копать глубже. Помните интервью Билли в 2020 году, где она сказала, что была бы рада посотрудничать с BTS, если бы было подходящее время? Или когда Чингук упомянул Билли в своем личном плейлисте на Spotify? Намек. Совпадение? Или часть более крупной головоломки? Время выбрано слишком удачно. Оба артиста исследуют более экспериментальную и личную музыку. Создают ли они что-то, выходящее за рамки языка, жанра и культурных границ? Или это может быть вовсе не музыка? Другие теории предполагают, что это может быть секретной кампанией бренда. Их интенсивная, но приглушенная эстетика, несмотря на свою самобытность, имеет мировой резонанс. Кинематографическая рекламная кампания? Модный короткометражный фильм? Совместный проект по защите интересов? Интернет разделен между волнением и эмоциями. Многие чувствуют,
что это не просто обычный момент. Если это правда, то это не просто музыкальное сотрудничество. Это культурное событие. Сдвиг. Но пока официального подтверждения нет. Ни от HYBE, ни от Interscope, ни от их менеджмента. Просто тишина. И это самое оглушающее. Эта тишина, словно мгновение перед бурей. Фанаты внимательно изучают тексты Билли и прямую трансляцию Чингука. Есть ли в песне «What was I made for» скрытые подсказки? Слова Чингука «что-то грядет, но не из Кореи», мыслите масштабнее, это код? Нет ни одной их общей фотографии в высоком разрешении. Только тени. Неясные силуэты. Движение у боковой двери студии. Все это создает впечатление, что это не типичный рекламный трюк, а секретная миссия. Некоторые фанаты начинают верить, что это начало визуального мини-альбома, кинематографического проекта, сочетающего экспериментальную музыку, личное повествование и визуальное повествование. И если это правда, то Билли и Чингук готовят что-то, что не будет выпущено в ближайшие месяцы. Но, возможно, речь идет не о проекте. Возможно, речь об исцелении. О двух душах, ищущих спасения от шума славы. Возможно, Лос-Анджелес — это не бизнес, а эмоциональная связь. Интимный творческий процесс. Дуэт, затрагивающий темы боли, надежды и роста. Некоторые теории даже предполагают, что это может быть произведение искусства, критикующее знаменитостей, капитализм и культуру слежки. Некоммерческий продукт. А протест. Размышление. Чем больше тишины, тем больше кажется, что это не просто слухи. Это движение. Коллективное событие, объединяющее фанатов со всего континента в едином духе, любопытстве, тревоге, надежде. Местные СМИ Лос-Анджелеса даже начали сообщать о том, что в студию прибывают фанаты из-за рубежа, оставляя письма, зеленые розы и черные перья с надписью «JK». В одной из записок говорилось: «Что бы это ни было, мы готовы». Интернет ждет не только коллабораций. Интернет жаждет чего-то, что пробуждает чувства. Чего-то, что выходит за рамки алгоритмов. И кто справится с этим лучше, чем два артиста, доказавшие, что уязвимость — это новая сила? Цифровой мир наблюдает, слушает, строит догадки. Некоторые даже создают фанатские трейлеры, аудиозаписи с использованием искусственного интеллекта и фейковые каверы песен Shadow Pulse, The Quiet After Us и Title Loop. Это больше, чем просто слух. Это живое «что, если». И Билли, и Чингук умеют сохранять таинственность. Они оба заставили мир замолчать, прежде чем выпустить что-то, что потрясет мир. Помните Севен? Помните Happier Than Ever? Если то, что происходит в Лос-Анджелесе, правда, то мы стоим на пороге момента, который войдет в историю поп-культуры. Шквал звука, визуальных эффектов и эмоциональной откровенности. Если вы моргнете, вы можете это пропустить. И вы не одиноки. Если вы здесь, значит, тоже чувствуете, что происходит что-то важное. Вы — часть волны. Часть развивающейся истории, без официального релиза, без трейлера, без утечек. Поэтому мы снова спрашиваем, что на самом деле происходит в Лос-Анджелесе? Коллаборация? Художественная революция? Или просто тишина, ставшая настолько прекрасной, что мы все снова мечтаем? Какой бы ни был ответ, одно несомненно, эта история еще не закончилась. Оставляйте свои самые смелые теории в комментариях. Поставьте лайк этому видео. Поделитесь им с другом, который тоже не перестает задаваться вопросом. Потому что, когда Чингук или Билли наконец заговорят, мир изменится. И вы будете там, не просто чтобы стать свидетелем истории, но чтобы прожить ее.